Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте с вами узнаем, что скоро случится, что скоро, а возможно и неожиданно произойдет, с чем это будет связано, а то и с кем. Чего ждать или что вас ждет, как события и обстоятельства окажут влияние на вашу жизнь и, возможно, в каких сферах жизни придется или доведется принимать важные решения. И вот давайте у нас сегодня две колоды по традиции. Первая колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открытые двери или закрытые двери. Вот переложите ваши задумки, идеи или то дело, которым вы сейчас занимаетесь. Что вас сейчас беспокоит? Насколько действительно для вас открыты будут двери или нет? Иногда мы вынуждены что-то оставлять или несколько отступать. Итак, 3 знака судьбы. Первый знак судьбы, второй, что ждет, что там будет происходить, и третий знак судьбы. И если уж мы заявили, что случится, что произойдет, вот давайте мы такую карту с вами и достанем. Это как кульминация. Может быть, главное событие или где-то ваши отношения даже, да? С 1 по 10 февраля. И неожиданные события. Сама по себе неожиданность. Это может быть как и информация, ну, а может быть и с приходом какого-то конкретного человека. И немножко продолжим, так что прояснится, как причина и следствие, к чему все идет. Точно так же узнаем, что ждет в основных, по основным сферам жизни. И первое, что ждет? Любовь, личная жизнь. Что ждет львов с 1 по 10 февраля в деньгах, финансы? Ну и сфера вашей работы, ваших личных достижений. У кого-то документы, у кого-то, может быть, и учеба. Давайте будем узнавать. Первый знак судьбы. Ну, как будто дома полный порядок, да? Хотя все-таки жезлы. Для кого-то из вас это то время, когда мы укрепляем свое положение. Именно о какой-то стабилизации, когда себя сохранять определенно нужно. Дверь закрыта, но все, кто нужен, они в сборе. И, знаете, такой посыл у вас на февраль. Я еще не закончила гороскоп, но вот со дня на день я завершу. Следите за публикациями в сообществе, обязательно оставлю ссылку на свой сайт. Но основная тенденция как будто говорит, льву не нужно сиять ярче, а нужно знать, где сиять. Может быть, где-то об этом, о таком более вдумчивом подходе к делам. Все-таки жезлы, работа, бизнес, участие ваше в чем-то. И явно закрытая дверь будет где-то говорить, что ты сейчас стабилизируй, лев, не торопись куда-то с места в карьер, или не торопись участвовать быстро в каких-то вопросах. Как минимум, может быть, и задать себе как раз вот этот вопрос, а нужно ли мне в этом месте сиять, или нужно ли мне в этой задаче, в этом проекте участвовать. Потому что вот все то, что вас укрепляет, это делает сильнее. А если мы будем, ну, как-то распылять энергию, но на лад дело не пойдет. Второй знак судьбы. Но с такой картой нужно быть более осмотрительному, потому что по правосудию это за вами могут, кстати, не случайно, может быть, вот эта дверь закрыта, и вы на какой-то период понимаете, нет, тут вы сами можете чувствовать, мне нужно себя как в новом амплуа научиться защищать и сохранять. И это отнюдь не через доказательства, а через договоренности, через дипломатию. Дверь закрыта, такая, как в храм правосудия, да, высокая, дубовая, скорее всего, тяжелая. И вот очень интересно, ручки нет у этой двери. И трое спорят на ступенях. Нам карта говорит, дверь откроется сама, как только они сумеют договориться. Поэтому для вас первое. Будьте где-то готовы к компромиссу. Может быть, этот компромисс будет вам совершенно необходим. Будьте готовы проявлять дипломатию. И, наверное, самое главное, у вас должны быть все документы в порядке. Или вы должны такую подушку безопасности себе подстелить, когда вы намереваетесь что-то сделать или осуществить. Нельзя, точно, тут нельзя действовать на импульсе, ни в коем случае. Более того, перед
какими-то вашими действиями, возможно, вам потребуется консультация у кого-то буквально, юриста, адвоката. Может быть, для кого сейчас вопросы в судах идут. Где-то будьте готовы к менторству, потому что явно тут придется какую-то конфигурацию менять. Часто по этой карте это, знаете, как закон кармы. И если мы сделали что-то очень хорошо прежде, то нам пространство, пусть руками других людей, как будто помогает решить наши вопросы. Но эта карта может также свидетельствовать о том, что, ну, может быть, были какие-то прежде у нас ошибки, и у нас время такое планетарное, когда нам на доработку эти наши ошибки может тоже пространство и как будто возвращать. Вам придется что-то переделывать. Может быть, переписывать документы, переписывать у кого-то банально отчет. Все вроде просчитала или просчитала, составила, отправила, вернули. Вот почему. Ну, может быть, вот о таком более вдумчивом подходе в целом говорит карта, потому что мы можем точно так же оттолкнуться, как знак судьбы. То, что ты сейчас, лев, делаешь, и оно прописано в бумаге, по закону, в последующем будет тебя защищать. И поэтому на авось нельзя сделать. То, что вы сейчас сделали фундаментально, и еще одна карта где-то нам добавляет этого смысла. Это где-то будет гарантировать, что обратка не прилетит. Третий знак судьбы. У вас волшебные карты. У кого-то могут быть вопросы по части недвижимости. Ну, тогда можно договориться. А у кого-то по части дома, имеется в виду домочадцы, какие-то важные диалоги. Мои дорогие львы, все-таки это у нас десятка пентаклей, получение денег. У кого-то и возможности, может быть, которые касаются где-то и работы, но явно вопросы дома, они присутствуют. И, конечно, тут у каждого какие-то свои задачи. И даже если это вы дома, там, к примеру, ремонт делаете или, ну, что-то обустраиваете, вам будет это нравиться. Вам это будет приносить, я бы сказала, и не просто удовлетворение, а, ну, может быть, наслаждение где-то. Ну и правда мы, когда дом как очищаем даже от хлама или от ненужных вещей. Мы приходим в свое жилище, а это, знаете, это как своего рода мантра такая, да, когда мы входим домой и чувствуем, как атмосфера поменялась только от того, что мы что-то удалили, выбросили ненужное, как будто навели генеральную уборку. Период очень соответствует. А мы неизбежно домой несем все, в первую очередь самих себя и настроение, и иногда оно бывает хорошее, на подъеме, а иногда оно бывает не очень. Поэтому, может быть, тут, как знаете, такую уборку сделать, просто чтобы сменить энергию. Может быть, и так вот, как знак судьбы. Потому что, да, вот уборка имеет магическую силу. Хотите верьте, хотите нет, но кому-то может очень помочь. Потому что мы должны, вот если мы принесли домой какие-то отрицательные энергии, ну так надо как минимум проветрить, вымыть, как будто освободиться, да? Но это я так уже попутно говорю. А ведь правда, у вас тут какой-то прогресс может быть по деньгам или важные разговоры с высокопоставленными лицами, может быть, с руководителями. Для вас тут по части карьеры именно в эту декаду с 1 по 10 может что-то, ну, как определяться. Или, может быть, это будет связано даже с местом работы, кстати. Вполне вероятно и так. И для вас это все как в укрепление. Ладно, так что же случится, что произойдет? Король Пентаклей. Может быть, и есть у вас напрямую контакты с таким человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. И, ну, может быть, это какие-то события в жизни человека, он вам весть приносит. Не исключаю. Часто по этой карте идут наши близкие, супруги буквально. Но, как известно, король Пентаклей– это великий консерватор. Это вот где-то десятка Пентаклей, четверка жезлов. Это вот все энергетика короля Пентаклей. И, может быть, все то, что я говорила, это вы сами, как тот консерватор, будете где-то укреплять, стабилизировать. Ну, может быть, так и очищать от того, что не нужно. Ну, буквально как и ментальные, да, какие-то мысли те, которые раньше как порядок наводить, да, раньше что-то хотел осуществить, а тут уже видишь, а это уже не важно и не нужно. Или когда вы
К деньгам будете так вот как-то более вдумчиво, захочется вам относиться. Или для кого-то из вас вопросы, связанные с кредитом. Или, правда, повторюсь, что случится? Какая-то персона, ну, конкретно может у кого-то проиграться как работодатель, и, может быть, вам предложат какую-то новую работу. С чем это связано? Что случится? Что произойдет? Ну, вообще вам промедление помогает, когда вы куда-то не торопитесь. И по аркану повешенный человек сам себя перевернул, чтобы увидеть реальность с другого ракурса. Я больше вижу именно как совет вам, мои дорогие. Действия должны быть, ну, наверное, максимально до мелочей продуманы, как у короля Пентаклей. Примерьте на себя образ такого короля Пентаклей, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Предыдущие, опять же, карты нам где-то об этом. А зачем это нужно? Мы сейчас достанем еще одну карту. У вас, смотрите, что-то важное. Два старших аркана. Вот для чего львам совершенно необходимо побыть как минимум консерватором, потому что тут что-то вы не можете ускорить, однозначно. Это карта перемен, по сути дела, 20-й старший аркан. И в этой колоде она называется «Дорога к свету». Тут все произойдет в свое время. Может быть, даже у кого-то напрямую. Вот вопросы, слушания в суде. Но вы можете какие-то коррективы вносить, это да. Но именно через дипломатию, через согласование, чтобы себе не навредить в первую очередь, да? Когда вот какая-то коррекция ваша, вам же и будет помогать. Бонусы как бы за вами остаются, да? Поэтому консерватор тут тоже необходим, потому что нужно что-то реально просчитать. Нужно реально узнать, как работает закон. Пусть ситуация даже по работе. Ну, может быть, не тормошите. Если вы даже что-то, допустим, планировали разговор с руководителем, он у вас состоится, и руководитель вам быстро ответа не даст. Поверьте, он, значит, должен думать, или уже сам процесс как будто запущен. Но эта карта будет точно так же говорить и о том, что не нужно пытаться как будто плыть в разных направлениях. Или нужно сеять, где нужно, да, именно потому как мы можем по аркану повешенной согласиться на что-то, а нам туда не надо. И рядом аркан правосудия. Посмотрите, старшие арканы, все три. Внешняя ситуация может создаться, не исключаю, такая, что вас могут на что-то уговаривать, или может не уговаривать, а просто спонтанно какая-то ситуация возникнет, и вы ее по доброте душевной или на эмоциях сильных, ну, как включитесь в какой-то вопрос. И опять же, вам туда не надо. Не мешайте дорогу к свету как будто проложить вот этому солнечному лучу, потому что какая-то темнота, она постепенно заканчивается. Это правда. Так что же там по части неожиданностей? А ведь и правда, мои дорогие, даже по работе. Может быть, прежде вы общались как-то больше с коллегами, а здесь, может быть, с руководителями. Или какой-то руководящий состав. Это ваша больше карта, потому что энергия огненная. Может быть, как неожиданность, действительно у кого-то, как и сам по себе человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, как и вы. Помимо вас, ну, может и лев, а может и стрелец, а может и овен. Или человек имеет там асцендент, или это руководитель. Вообще это харизматичный лидер. Поэтому вам тут тоже может прилететь такое предложение. Да, сейчас мы достанем карту, с чем это связано. Ну, а может быть, это запланированные какие-то консультации, потому что когда два короля и больше, это значит, ну, это для карьеры очень неплохо, значит, нас как будто заметили, или мы стараемся, чтобы нас заметили, но тогда вообще вдумчивыми должны быть или продуманными разговоры. Но, может быть, у кого-то сами по себе инстанция. То есть мы все разные, перекладывайте на себя. Какой-то праздник. Тут, правда, вам могут что-то, как предложить, куда ходить, как будто не нужно, да, или в чем участвовать. И будет такое предложение, которое обязательно нужно рассмотреть в неожиданностях. Праздник. И к чему это все идет? Здорово. Карта любви, мои дорогие. Может быть, это у кого-то служебный роман, почему нет? Или тот человек, с которым романа не было, да, но кто-то по отношению к вам, может быть, комплименты или просто участие в каком-то деле, вопросе.
Ведь это в целом карта, опять же, про дипломатию. Люди любят друг друга здесь больше, знаете, таком искреннем общении, о верности даже. Ну, может быть, даже если мы рассматриваем рабочий вопрос, значит, есть та персона, которая вам желает добра. Но я также не исключаю, допустим, кто-то за вами наблюдал долгое время, а здесь так, может быть, на шаг ближе попытается стать, почему нет? Но все вопросы, вот, наверное, все то, что я уже не повторяюсь, я говорила и по знакам судьбы, да, тут перекликается, и по предыдущим картам. Тут именно дипломатия ваша творит чудеса. Сумеете договориться, как будто лев. В нужном месте будешь сиять, так тогда у тебя бонусов будет значительно больше. Что ждет в личной жизни? Мир. Ну, тут и в личной жизни какие-то радости, мои дорогие, у кого-то путешествия, у кого-то в семье, ну, может быть, радостная как новость или возможность поехать куда-то очень далеко. Все-таки мир, пространство, большое пространство. У кого-то это может быть, и я допускаю, удаленная работа, но мы говорим с вами о личной жизни, поэтому, может быть, для тех, кто в ссоре или, ну, не сумели договориться, то, скорее всего, помириться, конечно, с картой «Мир» вы можете. Я не могу сказать, что вообще в целом для каждого из вас на личную жизнь, ну, это ведь не только про любовь, да, это наше состояние души. Вот это мир, покой, гармония. Может быть, вам и придется с 1 по 10 гармонизировать многие вопросы, как и по части дома, ваших домочадцев. Но и рационально есть то, что касается либо работы, либо каких-то документов, ну, может быть, и учебы. Очень добрая карта. А также карта может говорить все-таки мир, да? Это у нас последний старший аркан. Для тех из вас, у кого был очень сложный вопрос, то вот, похоже, развязка этого вопроса будет. Что-то вас будет радовать. Что ждет в деньгах? Сохраняйте себя, семерка жезлов. Наводнение и двое тут себя спасают, добро спасают, да, чтобы наводнение все не смыло. Поэтому все то, что я долго говорила, где-то относится к финансам. Деньги есть, деньги будут. Но я бы сказала предельное внимание. Но карта также может говорить о том, что семерка жезлов все-таки, да, некоторые люди, ну, может быть, это ваши близкие, где-то уже ждут прихода денег, захотят что-то приобрести эдакое, а вам придется так дипломатично сказать, ну, извини, сейчас не время. Что ждет в деньгах? Ну да, рыцарь Пентаклей нам наоборот говорит. Где-то имей заначку буквально. Потому что по деньгам тебе предстоит, лев, еще какой-то марафонский забег. В каком плане? Потому что тут может, к примеру, вы пойдете на курсы или вас заинтересует, или это будет необходимо, и за курсы нужно проплатить. Здесь могут быть какие-то траты, которые не совсем ожиданные, не совсем просчитываемые. Но, может быть, это даже вот не с 1 по 10, а потом. И к этому потом у вас уже какая-то сумма должна быть на руках. Но все же мы все разные. И в моих раскладах, когда выпадает рыцарь Пентакли, это железно, мои дорогие. Если вам нужна какая-то помощь, к примеру, сложная финансовая ситуация, увы, многие из нас именно в таких ситуациях и пребывают, то в вашем окружении есть тот человек, который придет вам на помощь. И это не говорит, что мы бездействуем и ждем. А кто ж там придет? Нет, самому нужно проявить смекалку и к кому вы можете обратиться. То есть с вашей стороны, ну, какие-то контакты или контакт должен исходить, потому что такой человек есть. Для кого-то из вас это может быть содействие по вопросу, может быть, документов, имущественных документов. Тоже мы можем имущество, дом где-то свести в конечном итоге, к деньгам, да, это финансовая все равно основа. Поэтому для кого-то консультация по части жилья. Тут вот нельзя, опять же, карта не призывает к каким-то быстрым действиям. Ну, ни разу не про эмоции. Мы говорили о короле Пентаклей. Все-таки примерить такой образ на себя стоит. Деньги есть, но максимальное к ним внимание потребуется с 1 по 10 февраля. Сфера достижений. Ого, что ж ты тут скажешь? Вам стоит только захотеть и сиять в нужном месте, и быть, ну, где-то неторопливым, быстро, я бы сказала, анализировать. Маг– великий практик,
и по части анализа. То есть оценить, какая обстановка вокруг вас. Может быть, настроение вокруг вас не без этого. Но своя такая холодная голова, рациональная мысль вам позволяет добиться многого. И, конечно, мы карту мага можем примерить куда угодно. Потому что это может быть, конечно, и сам по себе человек. Иногда должна добавить по аркану маг, проходят близнецы и отчасти девы. Потому что в некоторых колодах символ Меркурия прописан. Ну, чаще близнецы, но может быть и правда у кого-то дева, и у вас выпадал вот король Пентаклей. И не обязательно, что это будет король, это может быть и женщина. Тут мы уже все-таки по полу карту мы точно не рассматриваем. Значит, какое-то содействие будет. От вас, понимаете, вот грамотное сотрудничество, грамотное взаимодействие, грамотные решения. Если необходимо, это ведь маг, волшебник. Он умеет быстро меняться, исходя из ситуации или каких-то обстоятельств. Так вот, стоит только захотеть. Ну и где-то не допускать эмоций. Маг– это не тот, который свои именно эмоции на общий просмотр, да, выставляет. А если даже и необходимо, словно оденет шапку-невидимку и отступит полшага назад. Вот он был, и вот его уже нет. Может быть, вот что-то такое подобное, потому что разные карты вам выпали. Вот разная энергия, и вам придется примерять на себя, мои дорогие любимые львы. Но вообще все стабильно. Ну, как будто это нужно. Была четверка жезлов, да, мы говорим якорь, стабильность, праздник после победы. А тут как будто как минимум вдвое нужно умножить. И у вас для этого есть возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за то, что читаете мои публикации, и я оставлю все ссылки в описании под видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.